Несмотря на то, что США и Иран подписали долгожданную сделку, после которой началась 60-дневная пауза для переговоров, биткоин вырос на 0%. Более того, он упал, минус 7% за неделю, хотя нефть в шаге от того, чтобы вернуться к довоенным уровням. Похожая картина наблюдалась и на рынке акций. S&P 500 не пошел пробивать новые хаи и закрыл неделю на таком нейтральном уровне. Конечно, здесь проблема в самой сделке, которая максимально хрупкая, ведь она начинает сыпаться с первого же пункта, потому что Израиль игнорирует Трампа и продолжает бить по Ливану, о чем я, собственно говоря, и предупреждал в прошлом видео. Также падение сразу пошло после выступления Кевина Ворша. Он дал понять, что теперь ФРС не будет озвучивать свои прогнозы по ставке и намекать на снижение. Он хочет, чтобы рынки сами оценивали данные по инфляции по рынку труда, а не рассчитывали, что ФРС прямо будет говорить, что они хотят делать со ставками. Вот рынки переварили это падением. Но если фонда еще держатся, и S&P 500 нужно вырасти буквально на 2%, чтобы пробить новые максимумы, то вот с биткоином не все так просто. Появился новый черный лебедь, который связан с компанией «Стратегия» с всеми известного Майкла Сейлора. Причем этот черный лебедь может стать следующим ударным фактором для всего крипторынка. Главная проблема в том, что падение биткоина давит на акции компании. Чтобы удерживать доверие и платить высокие дивиденды, ведь компания берет деньги именно от продаж акций, стратегия все больше зависит от роста биткоина, то есть Сейлору нужен рост. Иначе компании придется либо повышать выплаты, либо выпускать акции ниже номинала, либо, что самое страшное, продавать биткоин. А учитывая объемы компании, вы сами понимаете, что это может обнулить рынок полностью, и чем ниже опускается цена, тем хуже. Поэтому, друзья, сегодня я подведу итоги этой недели, итоги сделки по Ирану, новую политику ФРС от Ворша и, что самое главное, разберу новые фуд-стратегии, потому что любые проблемы компании такого масштаба способны просто укатать весь крипторынок в ноль. В конце ролика пробегусь по моим торговым идеям и сделкам, а также озвучу потенциально хорошие варианты для торговли уже на следующей неделе. Так что, как всегда, смотрите видео до конца, обязательно поддерживайте лайком и пишите комментарии. Бонус $10 за прошлый коммент забирает этот зритель, а мы, друзья, начинаем. Что ж, друзья, как я сказал в прошлом видео, сделка, которую дистанционно подписали США и Иран, очень хрупкая, и не прошло и недели, как она начала трещать по швам, ведь сначала Израиль без предупреждения ударил по Ливану, хотя это первый пункт договоренностей, а потом буквально вчера Иран закрыл Ормуз, и нефть снова прыгнула выше $80. Все это мои редакторы оперативно публиковали в моем телеграм-канале, точно так же, как и речь Ворша, после которой рынок тоже упал, а еще перед тем, как SpaceX пролилась на 20%, у нас выходил большой пост, где я предупреждал, что из-за разлогов акций цена обвалится, и кто успел зайти в шорт, тот хорошо заработал. Поэтому, кто желает больше торговых идей, актуальных новостей и полезной информации для заработка, ссылка в описании. Ну а начать я бы хотел с того самого черного лебедя компании Сейлора. Крупнейшая в мире компания по управлению биткоинами, возможно, вступает в свою самую опасную фазу. Прямо сейчас она сталкивается именно с тем давлением, которое в конечном итоге может вынудить ее начать продавать биткоин. И это ломает всю общую логику, на которой строилась эта машина. Смотрите, что произошло. Вчера акции компании рухнули до $82 53 центов. Это падение более чем на 17% от запланированной цены в $100. Для тех, кто не в контексте. STRC – это финансовый продукт, созданный Майклом Сейлором, специально для того, чтобы привлекать деньги и покупать на них еще больше биткоинов. Сейлор лично заявил, что разработал эту штуку с помощью чата GPT. Да, того самого обычного чата GPT. И якобы искусственный интеллект сказал ему, что за всю историю финансов никто не создавал нечто подобное. Мол, инструмент абсолютно легальный, разумный, просто раньше не было причин его придумывать. Когда мы делали СТРЦ, знаете, я все это спроектировал с помощью, и сам бы я не справился. Я буквально сидел и использовал искусственный интеллект, и я переписывался с ИИ несколько часов. То есть вы просто сидели в чат GPT, как и все мы, пытаясь понять, как разработать эти разные предложения. И спорил с ним, спрашивая, могу я сделать это, а то? В какой-то момент я сказал, ну, я хочу ежемесячные прифы, и чтобы цена была стабильно 100. Он говорит, ну, вы можете сделать так, и вот так. Я спросил, а кто-нибудь когда-нибудь делал такое? И он сканирует 10 минут, говорит, никто в истории мира никогда этого не делал, но это абсолютно законно и вполне разумно. Несколько месяцев все работало идеально, точно по плану этого самого чата GPT. Акции торговались в узком диапазоне, около $100, и исправно платили держателям 11,5% годовых дивидендов. А потом биткоин начал падать. Сейчас биткоин болтается в районе $62 тысяч, потеряв больше 5% только за эту неделю. Напоминаю, у компании «Стратегия» на балансе 846 842 биткоина. Это примерно $53 миллиарда по текущим ценам. И по мере того, как биткоин сползает вниз, доверие к стратегии испаряется.
ускоряется. Цена улетела сильно ниже $100, туда, где она по всем раскладам должна была остановиться. И вот здесь начинается самое интересное. Давайте посчитаем, во что обходятся эти красивые 11,5% дивидендов в живых деньгах. Во-первых, в обращении находится примерно 104,9 миллиона акций. Во-вторых, при годовой выплате $11,5 на акцию. Стратегия должна держателям акций примерно 1,21 миллиарда долларов в год. Просто чтобы вы понимали масштаб. Эти деньги нужно давать живыми наличными каждые 15 дней. И теперь стратегия приостановила всю свою программу привлечения средств через этот инструмент. Знаете, почему это решение обходится им так дорого? Представьте простую математику. Если им нужно привлечь 500 миллионов долларов, а акции торгуются по номиналу $100, им нужно напечатать 5 миллионов новых акций, но при текущей цене $87. Чтобы собрать те же жалкие 500 миллионов, придется выпустить уже почти 5,3 миллиона акций. Разница 750 тысяч лишних акций за ту же сумму денег. И самое страшное, что каждый из этих лишних бумаг навсегда вешает на компанию обязательства платить по ним полные $11,5. Продавать дешевле номинала – это двойной удар. Ты не только получаешь меньше денег сейчас, но и навсегда увеличиваешь сумму ежегодных выплат. Именно поэтому этот механизм сейчас просто отключили. Он стал пожирать сам себя. И уже есть звоночек того, что может произойти дальше. В конце мая стратегия впервые с 2022 года продала биткоин. Немного, всего 32 монеты на $2,5 миллиона. Но ключевой здесь зачем? Это было сделано специально, чтобы покрыть дивидендные выплаты. Именно по этим акциям. Пока это выглядит как разовая акция, но давайте представим, что это станет системой. Расклад такой. Полные годовые обязательства по акциям – это $1,21 миллиард долларов. При цене биткоина в 62 тысячи, чтобы заткнуть эту дыру только продажей монет, компании пришлось бы продавать примерно 19,5 тысяч биткоинов в год. Это в 60 раз больше, чем те 32 биткоина, которые продали в мае. Да, это все еще маленький кусочек от их общего запаса, в почти 850 тысяч монет. Но пропасть между разовой акцией и системой, которая повторяется с года в год, колоссальная. Это нарушает единственное правило, на котором Майкл Селлер построил всю свою империю. Стратегия не продает биткоин. Это было табу. Так что это получается, стратегия прямо сейчас в смертельной опасности? Друзья, конечно же нет. У самих акций более низкий приоритет, чем у основного долга. Держатели не могут насильно заставить компанию платить, и дивиденды могут сократить или вообще отменить в любой момент. Баланс не трещит по швам, но сама точка давления очень сильна как никогда. Дивидендную ставку уже поднимали с 9 до 11,5%, и каждый рост ставки всего на 0,5% на 104,9 миллиона акций добавляет больше 52 миллионов долларов ежегодных обязательств. В этой ловушке у стратегии есть три варианта, и все три, как ни парадоксально, ведут в одну и ту же воронку. Первый – это снова поднять дивидендную ставку, чтобы защитить цену акций, но это напрямую увеличивает денежные обязательства. Второй – начать регулярно финансировать дивиденды продажи биткоина. Это убьет единственную философию, на которой держится вера в компанию. И третий – плюнуть на все и выпускать новые акции, ниже номинала в $100, чтобы привлекать наличку. Но это навсегда закрепит еще больше высокие выплаты при смешном объеме привлечения средств. Суть всех трех путей упирается в одно требование, без которого это все развалится как карточный домик. Биткоин должен расти. Другого выхода просто нет. Но как вы уже поняли, это не кредитные деньги, и прямых обязательств перед банками или кредиторами у них нет. Так что этот черный лебедь хоть и плавает вокруг биткоина, но вызывать коллапс на уровне FTX или чего-то подобного он по идее не должен. Именно поэтому фуд стратегии Селлера не должен быть основным фактором перед тем, чтобы входить в рынок. Ведь сейчас в приоритете нефть, индекс доллара, притоки в ETF, та же сделка по Ирану, о которой будем говорить чуть позже, и что самое главное, от чего зависит успешный результат, ключевые уровни, которые ежедневно по разным монетам вы можете получать в нашей подписке Coin22 Pro. Еще неделю назад в нашем закрытом сообществе мы утвердили сценарий шорта с уровня 67 тысяч до области 62 с последующим потенциальным разворотом. Также на этой локальной просадке шортили эфир и многие другие монеты. Для понимания того, как правильно торговать и искать точки входа, у нас есть большой раздел Trade, еще два дополнительных. Это Option для торговли опционами и System, где мы формируем системный подход и торговлю мировыми активами, такими как нефтью, золотом, акциями и многими другими. На следующей неделе рынок продолжит переваривать Ближний Восток и ФРС, что вызовет гарантированное движение, на котором вы сможете заработать вместе с нами. Обучение, поддержка 24/7 и сопровождение у нас есть. А также мы поможем вам собрать индивидуальный спотовый портфель именно под ваш депозит. Поэтому, чтобы заранее быть готовым к любым сценариям, переходите по ссылке, напишите нам и получите свой первый профит.
Теперь давайте подведем итоги того, о чем шумели СМИ всю неделю. Сделка США и Ирана. Вчера было 19 июня. И знаете, что было в Швейцарии? А ничего там не было. Сделку никто не подписал. Формально церемония сорвалась. Венс отменил поездку, а переговоры отложили на фоне новой напряженности вокруг Израиля, Ливана и условий выполнения предварительного соглашения. И это все то, о чем я предупреждал вас в прошлом видео, которое так и назвал. Война закончилась, но я открываю шорт. Как результат, Иран перекрыл Ормузский пролив. Условия — жесткий ультиматум. Вывод американских сил из региона, снятие морской блокады и немедленный уход израильских войск из Ливана. Триггер сработал мгновенно. Меньше суток прошло после подписания нового соглашения между США и Ираном, а Израиль уже начинает наземное наступление в юге Ливана и наносит массированные авиаудары. Хотя дипломаты еще даже не успели разъехаться. Реакция Тегерана мгновенная и жесткая. Все 60-дневные переговоры поставлены на паузу. Иран заявил прямо: ни одного обязательства не будет выполнено, пока израильские атаки не прекратятся полностью. Ни одна бомба на Ливан, ни один солдат на ливанской земле. Ведь, конечно, эта же сделка категорически невыгодна Иерусалиму. Израиль не включили в сделку, поэтому им лучше оставлять присутствие сил США рядом, чтобы чувствовать себя в безопасности. Что я хочу сказать, и это меня действительно беспокоит, так это то, что вы видели людей из кабинета Биби, которые выступали против сделки и в некоторых случаях очень лично нападали на президента Соединенных Штатов. И, пожалуй, мое послание к ним было бы двояким. Во-первых, Дональд Дж. Трамп – единственный глава государства во всем мире, который сейчас проявляет сочувствие к Израилю, и к тому же он возглавляет мировую сверхдержаву. Если бы я был в кабинете израильского правительства, я бы, возможно, не стал нападать на единственного могущественного союзника, который у меня остался во всем мире. По итогу нефть быстро развернулась вверх с уровня 76 до $80. Это был скачок на 5%. Да, по сравнению с тем, что было раньше, это не смертельно, но сам факт возврата напряжения и эскалации не самый приятный, тем более когда сверху добавляется фактор в виде ФРС. Под конец недели рынок упал не просто потому, что ФРС оставила ставку без изменений. Это было ожидаемо. Главная проблема в другом. Кевин Ворш дал рынку гораздо более жесткий сигнал, чем мы хотели услышать. Ставку оставили в диапазоне 3,5-3,7%, но ФРС снова прямо сказала: инфляция все еще выше цели, а главная задача регулятора — не поддерживать рынок, не спасать акции крипту, а вернуть ценовую стабильность. И вот здесь начинается настоящий удар по ожиданиям. Рынок ждал, что Ворш даст хотя бы мягкий намек на будущее снижение ставок, но вместо этого он по факту брал привычный нам Forward Guidance, то есть ту самую систему подсказок, по которой мы раньше пытались понять, когда ФРС начнет смягчение. Проще говоря, Ворш сказал рынку: больше не ждите, что ФРС будет вести вас за руку. Смотрите на данные сами. Если инфляция не падает, никаких гарантий снижения ставки не будет. Именно это рынку и не понравилось, потому что до этого инвесторы торговали ожидания. Ставка вот-вот пойдет вниз, ликвидность вернется, рискованные активы снова получат поддержку, но после выступления Ворша стало понятно, что сценарий быстрого снижения ставок отодвигается подальше. Более того, рынок начал закладывать не только отсутствие смягчения, но и риск того, что ФРС в будущем снова может повысить ставку, если инфляция останется устойчивой. Но лично я по-прежнему ожидаю, что ФРС не будет повышать ставку в этом цикле, потому что текущая инфляция зависела от нефти, а как мы видим, она упала. Для фондов рынка это негативный сигнал, потому что высокие ставки напрямую давят на оценки акций. Особенно страдают акции технокомпаний и все активы, цена которых сильно зависит от будущих денежных потоков. А для криптовалюты это еще более болезненно. Биткоин и альты сейчас торгуются как риск-активы. Когда доллар укрепляется, доходности растут, а ФРС не дает рынку надежды на дешевые деньги, ликвидность начинает уходить из рынка. Именно поэтому после выступления Ворша мы увидели давление и на фондовом рынке, и на крипте. То есть падение произошло не из-за самой паузы поставки. Пауза была ожидаемой, а рынок испугался другого. ФРС дала понять, что эпоха мягких намеков закончилась, а снижение ставок больше не является гарантированным сценарием. И теперь все будет зависеть не от надежд инвесторов, а от реальных данных по инфляции, рынку труда и экономике. Поэтому теперь за новыми данными стоит следить еще более внимательно, как никогда. И если что, я их все публикую у себя в телеграм-канале. Долгосрочная цель ФРС по инфляции составляет 2%. Это продолжается уже более 5 лет. Постоянно высокие цены – это бремя для американцев, но недавнее прошлое не обязательно должно повториться. Я рад сообщить, что члены FOMC выражают однозначную и единогласную позицию. Этот комитет обеспечит ценовую стабильность. А по биткоину сейчас складывается очень интересная ситуация. Казалось бы, нефть падает почти к довоенным уровням. Давление должно ослабевать, и рынок должен был получить поддержку. Но биткоин не спешит идти вверх. Более того, после теста зоны 67 тысяч, цена получила сопротивление и откатилась вниз на 6%. На фоне сделки США и Ирана я ожидал более активный подъем, но при этом сразу вас готовил, что эту сделку могут сорвать в любой момент. Так и произошло, поэтому рынок снова начал уходить в осторожность, а после выступления ФРС давление только выросло. Сейчас в районе 60
области 2000 мы видим небольшую проторговку, но важный момент в том, что локальная восходящая линия уже пробита, а это значит, что шансы на движение в область 60 тысяч заметно выросли. Я все больше допускаю сценарий, при котором биткоин снова заберет ликвидность ниже уровня 60 тысяч, потому что именно там сейчас находится большое количество стоп-лоссов. Часто перед разворотом цена сначала снимает эту ликвидность, и только потом рынок начинает расти. Главный вопрос сейчас, будет ли разворот к уровню 70 тысяч и выше. На мой взгляд, многое будет зависеть от дневного и недельного закрытия выше уровня 62 тысячи. Если цена удержит эту зону, есть вероятность, что давление после ФРС постепенно утихнет, и биткоин получит шанс на локальный разворот. Но как я говорил ранее, я по-прежнему ожидаю, что в июне мы еще можем протестировать локальное дно, а в рамках ближайших 2-3 месяцев не исключаю движение в область 55 и 53 тысячи. Поэтому сейчас я пока не спешу с лонгами. Я буду ждать недельное закрытие, проторговку уровня и подтверждение реакции покупателей. Пока в приоритете я смотрю на возможные лонги в области 61-61,5 со стоп-лоссом ниже локального дна, в зоне ниже 59 тысяч. И конечно же перед входом в сделку я обязательно сообщу об этом вам в своем телеграм. Так что подписывайтесь, там много важной информации, новостей и много всего полезного. Поддерживайте видео лайком, напишите в комментариях ваши торговые идеи, будет интересно почитать. Друзья, вам желаю удачи и хороших выходных, до скорых встреч!